Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардия. Что я сегодня хочу сказать? Хочу я сказать, что сыграл я в этом сезоне уже 4 игры. И что я заметил? Началась эпоха нежити. По-моему, все забыли, как контрить нежити, поэтому дают нежити, поиграть, пожить и тому подобное. Но, скорее всего, много ребят хотят создать, не создать, наверное, а просто, как это правильно назвать. Просто все ребята хотят на чем-то необычном поиграть. Я уверен, что многие знают, как контрить нежить. Я прям уверен на все 200%, поэтому мне просто кажется, что они хотят на чем-то другом поиграть. Потому что если бы все целенаправленно контрили нежить, то я могу гарантировать только то, что нежить бы просто не играла бы в этом патче. И вот я более чем уверен, что сейчас в этой катке будет нежить. Ничего себе ты там себе расширенный пул сделал. Короче, есть два момента. Во-первых, скорее всего, здесь будет нежить. Во-вторых, есть здесь Свен. И по идее, здесь может появиться маг-дракон. То есть, по идее. Как по факту оно будет, еще пока не ясно. Но я надеюсь, мне просто панда придет заранее. И я смогу немножечко переиграть билд и тому подобное. Усилили, кстати, вот это вот охотника. Охотника-зверя. Так, сейчас мана плюс 40. Подождите, мне тут... Да возьмись ты. Усилили, кстати, этого охотника. Теперь у него скилл без маны, без КД, без маны. Ему не требуется мана, и поэтому со старта он сразу накидывает свой скилл. И, соответственно, все остается как и было. Это прикольно, на самом деле. Плюс теперь эффект не скидывается никогда. То есть 60 секунд он длится, и типа, вечность он длится, грубо говоря. Боже, какой стол обалденный мне пришел. Вы просто посмотрите, насколько сильный стол мне сейчас пришел. Эгида, жрец, омник. Всех бы я хотел забрать. Возвратка, кстати. Я ее возьму, возвратку. И чё, брать, не брать никого-то? На самом деле мне взять надо гиду. Я бы взял омника вообще. Продал бы тут пол стола, бы взял омника лучше. Если я выиграю, я продам лучше двух лоперков и возьму омника. А, ну вот уже начинается. Уже охотников собирается старта. Вот, кстати, гномя брошку упала у человека. Угу. Снизу охотника собирают. Угу. Ну ладно. Я буду просто здесь брать и контрить целенаправленно. Ребяток. Ну, кстати, боже, какой талисман счетчика прикольный предмет на самом-то деле. Его либо поменяли, что он настолько сильный стал, либо же просто... Так, омник, иди сюда. Цветочка, отлично. Кстати, цветка. Кстати, цветка. У меня есть идея. У меня есть довольно-таки хорошая идея. Там у чувака уже Абадон в двойку пришел. Короче, идея заключается в чем? Я могу сыграть на цветах через вот этого шамана. Если, конечно, он будет приходить. Либо же сыграть через шаманов и законтрить нежить в нулину. То есть, один из двух билдов я сейчас буду 100% собирать. То есть, один из двух. Но пока я еще не знаю какой. Еще не понял. На самом деле, зачем я эту цветку поставил? Она ж одна. Если бы мне две цветки таких пришло, я бы по-любому уже поставил бы эту две цветки. И двух резаков. Не выносил бы тут нереально. О, отлично. Отлично. Что я могу сказать? Да ничего такого. Отлично просто, вот и все. Так, этот скилл тебе. Цветку я бы поменял на чистый урон лучше вот так вот. И я бы на самом деле заменил бы двух ик. Вот так вот бы поставил. Просто Эгида довольно-таки сильный персонаж. Ну, кстати, здесь, если я буду играть через шаманов, то здесь можно и Горн поставить сверху. Так, иди гуляй. Ну, сейчас посмотрим. То, что против меня охотники будут, это, конечно, минус. Если охотники здесь соберутся, то, скорее всего, у меня не получится вынести тут все и вся. Главное, короче, законтрить нежить. Ну, кстати, видите, меня просто чел сейчас испепелил из-за того, что у него охотники есть. У него 6 уровень, да? О, кунг-фу. Мне нравится. Такой старт мне нравится. Кому бы такой старт не нравился, а? Что я тогда хочу сегодня собирать? Во-первых, кунг-фу шамана. Идеальный билд, который может просто взять и разорвать как нежить, так и, соответственно, все остальные сборки.
Продать Омника, что ли? Представлю автохекс. Хотя какой... Ну ладно, автохекс лучше пусть будет. Пусть будет лучше автохекс. Меня, в принципе, устраивает, если там будет автохекс. Плюс кунг-фу есть. Да, в принципе, я уже знаю, как я буду играть. Короче, это шаманы кунг-фу будут. Жалко Точно, мне же клевер нужен был бы в идеале. Ну, кстати, тут в двойку пришел шаман лавы и просто как он меня испепелил жестко. Тонну импакта внес. Лондруид. Лондруид надо брать. Привет блогерам. Привет, привет. Привет, привет. Я на запись, поэтому не особо буду писать. Как я уже говорил несколько раз, я 100% буду отвечать своим подписчикам, я не буду их игнорировать, поэтому... Как-то так, как-то так. Не будем игнорировать своих подписчиков. Хочу ли я... Ну, на самом деле, лучше, наверное, лундруида поставить. Гэл-гэл. Что за гэл-гэл? Ну, нежить, конечно, тут раз, два. Короче, две нежити уже здесь собирается. В общем, план таков. Либо же сыграть через цвет, либо же сыграть через кунг-фу, либо же через шаманов. Через шаманов я более чем уверен, что я буду выносить здесь все и вся. 100%. Вау. И вот понимаете, как оно приходит? Вы просто посмотрите. Тут улучшение, тут улучшение. Сильно? Я считаю, да. Я бы сказал, даже очень сильно. Ты просто сидишь в замешательстве и не понимаешь, что тебе собирать, как тебе играть, как дальше жить. Просто не понимаешь. На самом деле, Дискорд можно было бы вот этот скипнуть. О, блинк, отлично. На самом деле, мне бы клевер упал. Я бы очень радовался клеверу. Если вам падает клевер в кунг-фу, поверьте, это такой импакт. Такой импакт вы никогда не видели. Очень сильный предмет этот клевер. А, у меня сейчас в стане простоит вечность, да? Не? Отлично. О, ну, такой мне нравится. Ну, фул нежить, понятно, короче. Тут я не поиграю уже на том, чем я хотел. Поэтому мне играть надо, скорее всего, будет через цвет. Если играть через цвет, то я 100% смогу спокойно законтрить шаманов. Если буду через цвет играть. Если же я буду играть... Ой, каких шаманов? Боже, что у меня в голове? Фу. Сосредоточься, Саша. Сосредоточься. Санечек. Вернись, пожалуйста, в этот мир и ну, сосредоточься и играй хорошо. А то что-то у тебя уже вообще мозг поплыл. Короче. Если сейчас я буду играть на шаманах плюс кунг-фу, я 100% контрить буду нежить. Нежить никаких проблем мне не сделает. Тут плюс есть МК, то есть я могу закирить МК через палочку и буду просто палкой так по гору бубить. Просто буду наказывать. Наказывать вот этих вот ребят, которые играют на нежити. И второй момент, если я буду играть через... Через кого? Через цвет. Но именно через цвет. То есть это цветка вот эта, цветка вот эта. То будет все еще лучше. Так, магический урон. Зигхаммер. Что тут еще есть такое? Возвратка, острый наруч. Мне бы острые наручи упали бы. Было бы идеально. Давайте попробуем все-таки. Может получится. Ладно, рок войны тоже неплохой предмет. В принципе, для вот этой вот пандочки пойдет. Мне бы на самом деле Гранд Геральда бы найти. С волшебниками полностью. Ловую кунг-фу бы сделать, было бы вообще идеально. Боже, какой лондруид мощный. Не, на самом деле, если бы мне пришло куча цвет, я бы лучше сыграл через цвет. Цветы были бы намного опаснее. Вот я присосался просто к моему керри и все, и делай, что хочешь. Не керри, а к одному важному персонажу. И делаешь, что хочешь. Вот
хочется и колется играть через цветку. Просто если цветка не придет ранее, что мне потом делать? Вот серьезно, что мне потом делать? Если не придет ранее цветка. А ничего не сделать. Я бы ничего, ну, ничего и не смогу сделать. Это огромный минус. Может, это шаман придет в двойку? Если он придет ранее в двойку, то будет вообще песня на самом-то деле. Я бы мог собрать драконов. Вот реально, если придет шаман в двойку, то в принципе можно было бы собрать драконов кунг-фу. То есть панды, драконы кунг-фу. Это было бы очень сильно, очень круто и прям намного больше импакта было бы. Ну нежить. Ну нежить все портит, понимаете? Против нежити было бы тяжело играть. Если бы собрал такую сборку. Еще фулл панды сейчас падают. Есть шаманы, есть и то, и то. Короче, много чего есть. Много чего есть. Фулл звери даже есть против меня. Обалдеть. Не знаю, вот хочется и колется сыграть на цветках. Шаманы здесь больше заходят, нежели кто-либо другой. Вот опять ко мне пришли. Охотники эти. Но сейчас вроде бы как-то чуть-чуть получше. Все равно проиграю, но чуть получше хотя бы будет. Пандочка, пройди, погуляй. 50 монет у меня со старта уже есть, это хорошо. Цвет или не цвет? Цвет либо не цвет? Цвет либо не... На самом деле, ну, просто как назло сейчас придет мне цветка, еще одна. Просто как назло. Ладно, пока так играем. Никуда не спешу, шаманчиков собирают, цветка пусть будет, может реально попробую и сыграть через цвет. Но только если цветы будут хорошо приходить, потому что пока что мне одна цветка пришла, и я не уверен, что она будет мне хорошо приходить. И сама шаманы в целом не очень хорошо приходят. Вечный стан на лицо, понял. Да. Не круто. Короче, гуляй, а. Я больше времени теряю на тебя, чем реализую себя. Обидно, максимально обидно. Реально больше времени трачу. У меня сейчас и так более-менее все хорошо. Собираем шаманов и все. И не паримся. Пул зверь, пул шаман. Через кунг-фу. Кунг-фу керим. Либо же соберу магов сверху, потому что здесь есть Зевс. Не буду играть через Зевса. А там, если посох 5-го тира придет, то, в принципе, будет неплохо. То есть, ну, посмотрим. Через кунг-фу более надежно будет, потому что у меня не будет магического урона, который легко можно будет законтрить. Тут еще и вот тайт приходит. Реально через кунг-фу будет намного лучше играть. Через кунг-фу реально будет намного лучше играть. Маска, спасибо. Рок, спасибо. Еще лучше. Уникальные предметы мне сейчас падают. Я бы сказал, гениальные. Эти предметы мне не нужны. На самом деле мне уже выставить. Просто мне не хватит мощи. Мне бы на самом деле реально бы выставить сейчас фуловых шаманов. Ну как фуловых? Частичку шаманов. Было бы намного лучше. Просто мне может это не выйти. Надо расстановку немножко подменять под того чела. Поставить чуть-чуть влево персонажей. Вот сейчас этого охотника я вынес вообще без шансов. Потому что ему, как бы, у него нет охотников. Как таковых. Так, челу сбили винстрик там. Неприятно, конечно. А, это он сбил винстрик. Мертвецу.
Ладно, короче, мне надо всех налево ставить. И все. Лового кунг-фу нет, вот это вот обидно. Конечно, панда кунг-фу приходит, это хорошо. Может, вместо этой панды поставить эту панду. Будет магов немножко хотя бы под богами. Гритеры. Вот только я хотел сыграть на шамана, тут собирается какой-то гритер. Гритер просто с шаманов легкую контрит. Чувака, кунг-фу панда в двойку. Нормально. Нормально. А как так? Я тоже хочу себе кунг-фу пандочку в двоечку. Но мне, походу, не будет, да, ее? Кого же все-таки поставить? Эту панду или эту? И на самом деле мне ни та не нужна. Возьму, короче, немножко уровня. Сделал уже фуловых шаманов. Мне кажется, так будет намного лучше. Да, вышел там из инкама чуть-чуть. Да. Ну, пока так сыграем. Гритер, конечно, опасен будет для меня. Пожить не даст. Просто пожить не даст. Да. Слабо. На 9 уровне буду ролиться, чтобы найти себе шаманов фуловых. Без фуловых шаманов мне будет очень трудно. И мне ЦМ-ка вообще нужна. Предметы мне вообще не айс упали, но это уже такое, дело третье. Уровень надо брать. Эти панды мне не нужны. Вот бы кунг-фу панда в двойку пришла, было бы намного поярче. Я бы чувствовал себя намного увереннее. Ну и, кстати, шаманы бы нормально приходили, было бы еще и лучше. Сейчас вроде бы неплохие шаманы пришли, но до этого ужасные шаманы пришли. Какой-то огр в двойку пришел. На самом деле играть на шаманах это прям ну, какую-то лютую рулетку сыграть. Чьи ваншоты не прилетают. Плохо. О! Сейчас будет фуловая кунг-фу. Вот это вот мне нравится. Я, кстати, все предметы пока отдам этой панде. Потому что ее будут бить, она будет ваншотать, там все дела. Мне осталось немножко до уровня. И там я буду просто ролиться. То, что против меня, конечно, охотники, это не айс. Ладно, я надеюсь, мне просто повезет хорошо с фигурами. Хотя, надеяться на везение такое себе. Ну, есть кунг-фу, и на этом спасибо хотя бы. Чисто певчанский. Кстати, мне вот интересно, когда шаман перевоплощается в панду? Вот, мой шаман перевоплощается в панду. Срабатывает ли синергия или нет? Так, посох, пластина. Если играть против нежити, то, в принципе, пластина очень хороший предмет. Я бы чувствовал себя в разы увереннее с пластинкой. Наверное, пластину возьму все-таки. Возьму этот предмет еще так. Ты сюда подальше встань, ты сюда. Магический деф нужен ли? Я думаю, не особо. Надо, наверное, было богов поставить немножко. Ну, не бы кунг-фу панду в двойку. Реально бы много решило, чего. Ты кунг-фу панда в двойку. Ну, просто маги меня взяли, стерли. Какие там шаманы, какие там это. Меня просто берет маг, сейчас кунг-фуист убивает. Как же трудно. Да хватит мне эта панда приходить. Ну, приди нормальная панда, человеческая. Бред приходит вот этот.
Спасибо. Свен даже пришел, кстати. Кстати, о птичках. А что если взять перекерить Свена? Закерить, точнее. Я думаю, будет сильно. Маг драконов собрать. Только если Свен двойку придет. Хотя на самом деле на шамана здесь будет поярче играть, чем через Свена. Хотя Свен это ваншоты. Боже, какой там он жесткий. Ой-ой-ой. Мне бы этого шамана выставить, наверное, вот так вот сделаю. Может реально маг дракона попробовать собрать? Чем черт не шутит. Маг дракона соберу, в принципе, буду выносить здесь все и вся. Хотя мне урона может не хватить. Гриттер очень опасен. Против Гриттера я ничего не смогу сделать, объективно. Да, против Гриттера я вряд ли что смогу сделать. Но Сделать контент через Свена. Ладно, я не буду через Свена играть. Я мог просто его собрать. Так, мне теперь уровень нужен. Мне теперь нужен уровень. Ну вот, меня просто сейчас испепеляет опять он. Надо будет Горн ставить. Когда поставлю Горн, будет проще. Он будет Горн уничтожать все это время. А я буду его выносить в это время. Да, нужен Горн. И вообще усиление надо нормальное. Человеческое. Через кунг-фу, конечно, прикольно было бы играть. Или сыграть через кунг-фу уже до конца. Или Марси просто закерить. У меня просто нет никакого усиления в виде моих мэновых керри, и все. То есть у меня есть Марси, но в двойку панды нету. Это печально. Зимний объятие, кстати, берем. Ладно, я все-таки, наверное, буду играть через Марси пока что. Я в нее как-то более верю, у нее плюс есть стоковое сопротивление. Отражение, бессмертие. На самом деле, оба предмета хороши, но я бы взял бессмертие. Наверное, все-таки возьму бессмертие. Как-то в него я поболее верю, чем какой-либо другой предмет. И вот магического сопротивления чуть-чуть сверху еще на. Поставил бы 6 шаманов, но не могу. Просто не могу физически. Тут фулл зверь даже имеет лучше стату, чем я. Обалдеть. Против Гриттера нужно будет расстановку поменять. Может МК, кстати, придет? Я бы закирил МК с удовольствием. Вместо панды вот этой. Так, бесполезный убийца пришел.
Без цемки просто очень трудно будет играть моим шаманом. Тут еще 9 магов собралось. Отлично. Боже, какая проблема вот это вот. 9 магов появилось из ниоткуда. И это огромная проблема для меня. Мертвец Тайт, там что-то Тракса в троечку, обалдеть. Это очень сильно. Да, неплохо ему там пришло, конечно, но мне против него нужно все-таки Ворон будет поставить. Ладно, я пожертвую. Поставлю Горн. Горн все-таки мне нужен. Жертвую шаманами, жертвую пандами. Ну, вот, кстати, посмотрим сейчас. Ну, сейчас неплохо, кстати, поддефал немножечко. Если ко мне придет, в принципе, хан, то я бы мог реально перестроиться в более сильный билд. То тут у меня больше я опасаюсь того, что там есть 9 магов. Горн, конечно, хорошо помогает. Может, и фуловый Горн меня спасет больше. Хотя, неизвестно. Я, допустим, не совсем знаю. Ну, не верю как-то я в Горн очень сильно. Ну, сейчас в 6 шаманов вот я верю. Вот 6 шаманов, да, это то, что надо. То, что доктор прописал. А в остальное я так, ну, смутно верю, если честно. Какие-то другие сборки. Я бы вот эту панду заменил бы на МК, и было бы намного ярче. Сейчас, кстати, ко мне вроде маг должен прийти. Гритер пришел, поэтому с мартреткой в троечку. Алло! Ты что, дядя? Меня вынесли, да? Перевоплотился в Свена тройку. Вот это вот имба. Вот это имба. Отлично. Такое мне нравится. Кому такое не нравилось, а? Я думаю, каждому бы это нравилось. Мне, допустим, очень нравится. МК бы пришел, я бы 100% был бы уверен, что... Вот 9 нежити, вот... Портит всю малину мне. Пятерка бы шаман пришел, было бы лучше. Я бы панду вот эту вот продал бы, и все. Хотя, может быть, если бы она в двойку собралась, я бы эту продал. Хотя я тут в тройку я могу собрать. Мне бы на самом деле, чтобы шаманы немного апнулись. Тут нереальный винстрик у этого персонажа, и от этого проблемы огромные. 9 магов бы как-то вынести. Я не уверен, что я смогу 9 магов этих вынести. Вот, кстати, чел МК наролил себе. На каком-то уровне наролил? На 8. Да, без денег, но наролил МК. Я бы без денег наролил бы болт на 38. Был бы у меня красивый болтик на 38. Видели такой хоть раз? Вот и я не видел. Кто видел болт на 38? Ну-ка напишите в комменты. Я, допустим, не видел болт на 38. Усиления у меня просто шикарно идут. Но немножко рандом все-таки не на моей стороне сегодня. Ни шаман пятерка не пришел, ни тот, ни тот. Зато чувака Гриттер Мартретка в тройку. Угу. И шаман в тройку. Ну, тут посильнее билд будет у него. О чем говорить? У этого паренька вообще очень сильно. У него 99 хп. О чем говорить? Тут единственное, что может быть Марси как-то затащит в тройку. И то не факт. Мне не приходит усиление в пант. Понимаете, в чем прикол еще? Сейчас, если придет против меня, наверное, мертвец 9 штук, то я, скорее всего, откисаю. Буду делать это снова. Не факт, но скорее всего. Хоть у меня есть возвратка. Тут мне Горн нужен. С Горном я более чем уверен, что буду выносить. Единственное, что я не знаю, кого керить. Опять ты... Зевс. Еще один Зевс. Наныл?
Мне горн нужен. Алое сердце. Да, почему нет? Алое сердце мы берем. Лютая имба. Алое сердце. Как-то так расстановку сделаю. Усилением слабо. Слабо идут очень усилением. У меня не апнулся до сих пор шаман. Один, второй. Так, это вот скилл Тускара вообще. Как-то так сделаю расстановку. Может, так лучше будет. Не знаю, то, что у меня алое сердце есть, это, конечно, круто. А вот 9 магов пришло. Это не круто. Хоть и на моих шаманов и не работает, но это, как мы видим, такое себе. Работает, не работает. Ух ты, лондруида вытащил. Скифа прервал. Глиттер. За крону вынес чувака. Так, отлично. МК. Ну, конечно же, МК мы берем вместо тебя. Там бог, конечно, пришел. Это надо подумать. Сейчас мне должны более-менее хорошие фигуры приходить. Так, вот охотник. Свенчик вот. Да, какой же он жесткий. С хроной, точнее не с хроной, с горном, я думаю, его буду выносить. Единственное, чтобы нужен горн пришел. Спасибо, шаман, ты очень вовремя. Прям гениально вовремя ты, шаман. Ты ветка еще пришла, спасибо. Надо горн выставлять. Без горна я буду useless. Нужен хан. 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 Понял. Походу конечная. Или нет? Или не конечная? Но мне нужен хан. Без хана я тут буду отки снова делать. Так, кстати, тебе надо убрать. Я не буду собирать в троечку. В этом нет смысла для меня. Ну ладно, мертвецов как-то я еще контрю. Но без хана... Отлично, наныл хана. Так, 4 горна. Зевса надо поставить. МК продать. Это оставить. Шмотки не успел переролить. Так, Фулгорн мне помог немножко сейчас. Мне бы теперь Зевс в двойку пришел. Было бы идеально. Так, Хекс, отлично, берем. Больше контроля, тем лучше. Лучше для меня, естественно. Опа. Скилл жреца стырил, отлично. Сейчас бы цепочечка еще пришла, была бы вообще тема. Кстати, можно алое сердце будет перекинуть кого-то другого. МК пришел еще раз. Надо бы богов... Не, ну богов фуловых я не могу поставить. А, у меня уже фуловых будет, зачем? Марси тоже гуляй. Так, ты пусть будешь. Ну что, охотники? Ну у него охотники прям лютые.
Не факт, что я смогу хоть что-либо здесь сделать. Очень не факт. Поэтому, скорее всего, я отдам вот это тебе. Блинк я от тебя заберу. У меня хоть и есть фулгор, но у меня есть сомнения на этот фулгор. Надо, кстати, расстановочку немножко поменять, потому что эти в угол надо поставить. В принципе, фулгор может мне помочь. Он может. Не в идеале, но может помочь. В идеале, скорее всего, не получится, чтобы он мне помог. Но, тем не менее, попробовать стоит, как по мне. О, ну предметы более-менее хорошие приходят. Можно вот так вот сделать. Хотя зачем мне против магии что-либо? Мне бы посох великого мага. Лично. Давай, Зевса в двоечку. Зевса в двойку, ну. Хочу наныть. Не наныл Зевса в двойку. Ладно, у меня, в принципе, более-менее хорошо сейчас. Он морских поставил немножечко, ну ладно. Может, сейчас получится что-либо сделать. Не получается. Я просто не могу. Или могу. У меня 2 Свена появилось. Тогда могу. Мне бы улучшение. Просто улучшение. Улучшение Зевса в двойку. Зевса в двойку и было бы песня. Яйцо. Конечно же, Зевса. И вот эти вот шмотки Зевса. Отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, не знаю, что получится. Сейчас посмотрим. Зевс у меня в двойку со скиллом в тройку. Бэм! Боже, какой Зевс сильный. Мне бы рефреш. Бэм! Нежей будет наказана. Я не буду быть быстрее наказан. А он... Нет! Хускар, души! Души, Хускар. Отлично, Квапа. Как вы понимаете суть всего кринжа сейчас? Это было люто. Сказать, что это было не люто, это было очень люто. Короче, чтобы вы понимали, вот вдруг кто не понял, не осознал, что произошло, то произошло следующее. Меня просто чел сейчас вынес. Благодаря тому, что у него раздвоились... Ну, монтаж, короче, сработала. Чисто из-за этого он меня вынес. Не по какой-либо другой причине. Только из-за этого. Бэм. Боже, как это красиво. Скилл разора в тройку это нечто. Бэм. Вот сейчас красиво было вообще. Мне нравится. О, у меня шаманчик в тройку собрался. Отлично. Такое мне нравится. Что может быть приятнее, чем видеть вот такую вот ситуацию, а? Вот что может быть приятнее? Но на самом деле у него есть огромные шансы меня вынести, если ему хороший предмет упадет. Упадут ему, наверное, сейчас молнии, он меня, скорее всего, вынесет без единого шанса. Кстати, скилл Тайда мне пришел, отлично, сюда. Кастуй! Кастуй! Чпень! Но он может морских выставить. Я хоть и играю через Зевса, но он может морских выставить. Хотя, похоже... Не, наконечную не будет, у него слишком мощная тракса. Хотя у меня есть МК в тройку и Дум в тройку. Чпеньк. Жесткая, конечно, катка. Жесткая. Не, ну, наверное, если мне придет сейчас цепочка, то я просто чуть подальше поставлю своего и... Не знаю, короче. Короче, не знаю. Не, на самом деле, вот этот шаман, если бы мне пришел в двоечку, было бы тоже хорошо. Но он сейчас будет ставить себе фуловых морских, я более чем уверен. Либо же он поставит себе
Зачем он бабку, конечно, кирит, немножко не понял. Но, скорее всего, он будет себе ставить пул морских, потому что может. А так как он видит, что я играю через Зевса, то я думаю, это 100% будут фул морские. Кстати, надо расстановку немножко поменять. Если видите, то у меня Горн прыгает туда, чуть ближе. Чпеньк. Уже 42 тысячи урона. Какой же это кайф. Еще улучшение. Какой... Это кайф. Вот это вот идеально. Вот это вот шик. Вот это вот мне нравится. Вот это вот 10 из 10. Давай рефреш. Цепочка. Цепочку я тоже принимаю. Почему нет? Рефрешер можно? Давай попробуем рефрешер. Это сильный предмет. Но я рефрешер больше уважаю. Лично. Так, это тебе, а рефрешер мне. Делаем вот так. И смотрим, наслаждаемся результатом моих трудов. Так, опять скилл тайда стырил. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Зевс у меня неправильно стоит. У меня неправильно Зевс стоит. Все очень плохо. Ситуация так себе. Меня сейчас очень сильно может вынести Тракса. Или нет? А у него бессмертие сработало. Пожалуйста, только не души. Сейчас я, короче, местами поменяю. Если видели, то у меня просто из-за того, что Зевс. У меня 4 хп было. Спасибо вот этому вот балансу, когда вы играете 1 на 1, и у вас уменьшается хп. Спасибо. Огромное спасибо. Просто, ну, короче, я немножко отвлекся, похоже, и не поменял Зевса местами. Просто не поменял Зевса местами. У меня было все четко, все красиво, все классно. Просто, короче, я не доиграл. В один прекрасный момент я уже поверил, что все. Я его выношу без единого шанса, и по итогу вот такой вот мем. Но на самом деле, я скажу так, играть на шаманах немножко рисково. Ну и давайте согласимся, в него там очень лютый винстрик был. Ну я мог его вынести, мог. Просто надо было немножко повнимательнее играть, и тогда бы я вынес его. Просто из-за того, что он мне Зевса свапнул и застанил. Ну тут, короче, и так все понятно. По шмотку у меня все, в принципе, классно. Очень классно. Очень сильный билд у меня получился. Ну, тут даже добавить нечего. Через кунг-фу, если бы я играл, я думаю, я бы проиграл. Мне не шло кунг-фу как надо. Ну, в принципе... Ладно, чего говорить уже. Я думаю, что все прекрасно поняли. И всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий в поддержку моего канала, а также подписаться на мои каналы. На ютубе у меня цель 5000 подписчиков, в телеграме у меня 1000 подписчиков. Телеграм-канал у меня будет закреплен в комментариях. Подписывайтесь, не стесняйтесь, у нас там чат комьюнити, плюс личный блог, плюс обновление игры. Всем удачи!